Я такой человек, я не верю ни в банковские счета, я не верю ни в биток. Ты вот когда к тебе подходят, ты даешь автографы? Мне кажется, Феликс спонсор этой всей вечеринки, да, Феликс? Да. Если ты выкупишь все, то никому не интересен будет биткоин, и ты просто останешься с этим биткоином, знаешь, как... Как бедола. What's happening? За чебой Киевстонер, это Гагарин шоу. Давайте похлопаем. Короче, это Владимир Носов, это Глеб Ушаков, да, а ты, получается, Феликс Редько. А я Киевстонер, я ведущий. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, колокольчики и давайте снимать эту хуйню. Погнали! Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла. Я так понимаю, вы вот, это телешоу про криптовалюту, Да, это телешоу. Телешоу, похуй, считайте, я сделал вам комплимент, пацаны. Спасибо, мне. С 25-го выпуска мы на телевидении. Да, все уже. Хорошо, да, это интернет-шоу про криптовалюту и не только, про криптоновости. Да. Скажите мне, вот у кого-то из вас вообще есть деньги? Да. И мне кажется, вы как для миллионеров одеты слишком хорошо. В смысле? Adidas кроссовки, разные носки и что? И джинсы. И джинсы, и офф-вайт, брат. Миллионеры Это подрез. так не одеваются, Это подрез. брат. Ты не знаешь, как миллионеры одеваются? Я не знаю, как Миллионеры одеваются, как Феликс, брат. Да? Так Феликс Скромно! Чтобы таможня, не дай вдруг, чтоб не заметила, понял? Потому что, Он просто брат, самый заряженный, тише едешь, поэтому. дальше будешь. Не, Феликс по-любому заряжен. Мне кажется, Феликс спонсор этой всей вечеринки, да, Феликс? Да. Феликс, у меня есть пару проектов. У тебя эти пацаны, посмотри на меня. Посмотри, есть такая... Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, деньги Подожди, у Вовы, у Глеба Брат. или у Феликса? У кого Брат, деньги? подожди. Ваше Пацаны. шоу выполнило миссию в моей судьбе. Пацаны, Всё, можно пока. мы пообщаемся? Пацаны, можно мы пообщаемся? Да, Вы пока конечно, тут, не ну, вопрос. Что за тема? Не, а у нас просто как бы такая тема, типа мы занимаемся как бы развитием блокчейн-индустрии, как бы. О, В принципе. Да. блокчейн, рэпер, знаю его. Раньше флоу у него. И Игорь его зовут, правильно я понимаю? Да, нет. Игорь блокчейн. Этот птаху на Игорь батле, да? блокчейн, ты что, не знаешь? Игорь блокчейн. Игорь. Ты рэпер. Ну ты вообще ты, Так, стоп, солидняк. отменили иронию. Это реально существующий рэпер. Да. Феликс, ты подумай пока над предложением, мы побазарим, хорошо? Вот. И как бы, ты понимаешь, такая... Хорошо, я согласен. Так это реальный рэпер? Нет, это вымышленный персонаж. Всё, я понял. Хотя в Харькове можно и не такого типа найти. Я Легко, знаю, что тут, легко тут типа, короче, просто. понял, если зайдешь в 10 хат, в 8 из них будет студия звукозаписи. Да, есть такое. Это классика. В 4 из Это 8 классика. будет Игорь. Звуковик. Александр Иванович, не вам в обиду. Пригласили мы тебя, собственно говоря, по причине того, что... Больше некого было. Я нам понимаю, спасибо, мне приятно, пацаны. Ладно, все, я шучу. Они как бы, ну, они не следят за тенденциями какими-то. Да, ну и вот, собственно говоря, как бы подумали, что, типа, ну, наверное, только ты можешь рассказать про крипту. Ой, пацаны, я про крипту столько знаю. Пиздец. откуда? Сейчас будут инсайды, просто лететь. Ну как? Один за одним. По-разному бывает. Знаешь, однажды я столкнулся с такой, что мне должны были перевести гонорар, они говорят, а можно мы вам переведем в биткоинах? Понял? Так. И я такой сижу, думаю, блядь, а как? Что мне надо сделать, понял? Ну, я набрал там знакомого, говорю, слушай, мне надо там биток перевести, что мне надо делать? И все сразу, братан, давай, через меня 2%, понял? 2%, блядь, нормально. Подъедешь, денежку заберешь, понял, такая хуйня. И я такой, блядь, думаю, это для меня слишком тяжело, потому что я такой человек, я не верю ни в банковские счета, я не верю ни в биток. Ну, Так вот. криптаж для Я- тебя как Стой, раз, стой, если ты стой. не веришь в банковские Я верю в наличку, понял? Так. Да, доллары могут сгореть, Так. но ты когда ты их считаешь, понял? Они Оно блядь, немножко где-то они у тебя привстает в голове, даже, оно, да, ну, чуть-чуть. на душе намного лучше, братан. Я вот верю в это. Так тебя Поэтому, понимаю. поэтому я все-таки тебя согласился на 2% и сказал, брат, я вот буду через тебя хоботить, когда будут предложения поступать. Но я потом нашел в Одессе, есть типы, которые за 1 делают. Понял? Но не настоящими. Ну, Такая нормально. ситуация. 1% это вообще нормальные условия. И все. А так, ну, есть у меня много знакомых, кто там связан с битком, да, и не только с битком, и с эфиром тоже. Но я как-то в это особо не вникал. Не знаю, для меня это как бы
язык инопланетян. А когда ты первый раз проконтактировал с криптовалютами вообще? Относительно недавно. Годик? Где-то так, да. Может, более. Ну, вот эта история с гонораром, это была первая история с криптовалютами, да? Да. Ну и все получилось у тебя. Да, все четко. Ну, То есть там что-то где-то летало, но как бы кэш прилетел к тебе Ну в лучшем да. виде. я еще, знаешь, первый раз нервничал, думаю, Сейчас что-то не так будет. да, там сразу позвони, Постановка. чтобы они мне скинули блокчейн, понял, там, алло. Я говорю, что там, где бабки? По блокчейну не видно. Я говорю, нахуй ты мне втираешь эту хуйню, что там видно, не видно. Где бабки, я говорю, блядь? Неси на Where's кассу. my fucking money, bro? Понял? Такая, мне похуй, что там видно. Или... Видишь, братан, я олдскульный штык в этом плане, что типа, ну, знаешь... Да, ну смотри, ты олдскульный, ну так принял же. Все равно сделал шажочек. Шаг Не, вперед, да два не. назад. Слушай, Всё. никто типа не хочет отрицать этот шаг, что это будущее, понял? Скоро раньше будем подходить, так, а сколько стоишь? 400 гривен, так, ляпс, понял? Ну. И ты что, у меня Apple Pay есть? У меня брат? есть у меня 300 кредитка гривен. есть. Да ладно! У меня есть кредитка, я с Apple Pay только Я так. тебе сейчас 300 Вась, гривен мне стой, сегодня стой, стой. нарисовали. Я сейчас Я тебе только покажу. так подхожу, 2 раза клик только так. Ляпс, Хопс. понял? Ляпс. Кассирши говорят, вау. Да я тебе сейчас расскажу прикол. Короче, сделал я только в Киеве концерт. Это был 17-й год, 25 мая 17-го года. И на следующий день звонит Штык, говорит, братан, говорит, пиздец, хочу тебе сделать в Тернополе концерт, но у меня есть только 8 тысяч гривен. Понял? Он мне такой... А у меня, типа, на тот момент я себе обозначил, что у меня там гонорар будет 2, понял? Я говорю, да не, Вась, не... Гривен? Не гривен. И я такой понял. И я, короче, такой думаю, блядь, пиздец. Не, это хуйня, понял? И он меня заебал, братан, 3 месяца. Это Пятёрка. курс уже... А, это уже 8. Это Да, не, по 28 это было. По 28. это Это 16, же- 20. Ну, это было 3 года назад. И он меня заебал. И он просто звонит, говорит, я тебя, пожалуйста, 8 уже на руках, брат. говорит, я Смотри, тебя умоляю. ты Говорит, в отрицалово пожалуйста, уходишь зря. говорит, приедь, я тебе обещаю. И, типа там 1000 людей, понял, на пляже. Говорит, я тебе обещаю. Я пацанам говорю, пацаны, я говорю, есть 8 тысяч гривен. Я говорю, вот можем поехать. Я говорю, можем поехать и просто вот там умереть. Я как с пацанами ездил в тур. Я ж не буха, они все рыли, понял, и мы ехали в тур, и там мясо происходило. Ездили, короче, отдыхать. Не зарабатывать, а отдыхать ездили. И мы, короче, падаем тупо в тачку, едем. Туда приезжаем, понял, заходим, короче, в гостишку, стоят пацаны на балконе, курят, подбегает, короче, тупо, группа детей, может, человек, лет 15, подбегает, так руку на машину ебашь, так, ще тепло, вони тут, понял? Я начинаю, дядя умирает, я говорю, пацаны, мы тут, понял? Я спустился, короче, пофоткался. И почему мы вообще согласились поехать в Тернополь? Потому что у нас там было очень много друзей. Мне они говорят, я говорю, мы собираемся с концертом, то есть все, они говорят, приезжайте, все там. приезжайте, мы устроим, понял? И там пацаны приезжают, там типы заряженные, на еликах вся хуйня. Мы падаем, короче, едем туда, приезжаю, я, короче, выхожу на сцену и реально, тупо, прикинь, на мой второй концерт стоит тупо 3000 человек на пляже, дядь. Я ел. То есть он Я этому организатору говорю, ты, я говорю, ебать. 1000 гривен, да? Говорю, ты ебнулся, понял? Да мне, я уже, знаешь, математически посчитал, насколько меня кинули. Вот пятихатка. Нет, вот 40 гривен был. 40 гривен. 40 Ну гривен. ты умножил. И я ему говорю, Вась, говорю, смотри, как, говорю, ты, блин, Чисто по блокчейну тебе сейчас объясню. Говорю, 3000 человек. Он говорит, ты не поверишь, я ходил и каждый столб обклеил, я забегал в каждую комнату, сижите, я говорил, ты должен быть на этом концерте, дядь. Это, ребята, бизнес-инсайт, как надо Прикинь? впрягаться. Да. чтобы вы И, понимали. короче, мы были, я уже думал, вообще на те бабки, я, по-моему, даже не знаю, я, по-моему, ту 8 даже не забрал, мне вообще на нее было, я в эйфории. Мы тупо с сочным разбали 3000 человек, я такой думаю, и я, короче, в этот момент падаем, короче, в гелик, я вылажу в люк, и мы едем, и люди надо. А я, ты что, Вот это 17-й слава, год, слава. я думаю, да, Сюда. заебись, понял, но ощущения были. И он мне потом через дней 5 звонит, говорит, ну что, говорит, у меня есть еще 2 города, работаем по той же схеме. Я говорю, спасибо тебе большое, ну иди-ка ты нахуй, понял? Будет, говорю, 2 маяч, понял? Все.
Альберт, такой вопрос. Ты был, ну вот я, когда готовился, я вписал в Ютубе Киевстонер, и ты был, ну, практически во всех популярных Ютуб-шоу из возможных. Но есть все-таки пару передач, в которые ты мог бы еще залететь, Например? как мне кажется. Ну вот, например, одно из таких шоу — это «Битва экстрасенсов». Бля, мне хорошо с прической. Пожалуйста. Второе — это шоу. Мне кажется, ты вообще не работаешь с детским сегментом. Это даже путешественница. Да. Так, Я потом... озвучил эту тему, было бы очень... Я бы с удовольствием посмотрел бы... Озвучить, на самом деле, это был бы вообще... Куда мы идем? Иди-ка ты на... Да, давай дальше уже. Я с удовольствием посмотрел бы прогноз погоды, который ты видел. О, да. Помните, был такой штрих Миколи на погоду? Вот это он, вот это... Хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Київстонера по-моему, щас погода. тоже ICTV, по-моему, это Какая у него была топовая фраза? Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Да, Дай вам идеально. счастья. И финальное. Он брал у всех, кого только можно, интервью. Ты был на практически всех шоу, но вы еще не пересекались. Я бы с удовольствием посмотрел бы твое интервью Дмитрию Гордону еще обязательно. Кстати, я не знаю. Я не знаю, что Гордон не позвал меня. Ну это пиздец, Я тоже. считаю. Я бы считаю... Мне, во-первых, есть у него очень что спросить интересного. А что бы ты пиздец, спросил у Гордона? Ну, это я спрошу уже у Гордона, пацаны, а не у вас, понял? Тизерни хотя бы с конца. Не, ну я бы хотел у него поинтересоваться, какой был Киев в 90-х. Знал ли он каких-то авторитетов, понял? Там, такая... Были ли на него покушения какие-то? Ну, знаешь, такой, короче, чисто. Но я думаю, я не его формат, понял? Слушай, а были еще такие истории, когда к тебе просто подходят как бы люди и говорят: слушай, а давай мы устроим твою жизнь? Больше нет, только я так делаю теперь. Да? Да. И много девочек ведется. Нет. Они не видят во мне потенциал настолько, понял? Да, ну не может такого быть. Вот Ну, как бы, спасибо, что приехал. Да. Шло как бы чин-чинарем. Господин Оп, по чуть-чуть. господа, по чуть-чуть, пожалуйста. Оп. Так. А что это у тебя там, вискарь, что ли? Это спирт. У него там детское шампанское. Ты вот когда к тебе подходят, ты даешь автографы? Да. Ну, тебе не западло там, типа, сфотографироваться? Все зависит, ну, понимаешь, Если- очень все по-разному. Я всегда всем говорю, все зависит от настроения. Бывает, я иду по телефону, какой-то хуйни, ко мне начинает звонить, говорю: все, ребят, ну, я занят, понял? И, ну, я, короче, ну, стараюсь не отказывать. Но есть такая хуйня, Личное когда пространство. я либо, сука, очень злой, либо личное пространство, либо, знаешь, я стою, вот, недавно было, мы вообще замерзли. Я стою, просто так вот, штрих подходит, так вот, давай сфоткаемся, понял? Я говорю: родной, ну, как бы, у нас тут общение идет, понял? Тебе потом. Не, у меня, брат, у меня много разных историй было. У меня типы и в ебать получали, и не раз это было, ну, очень, очень по-разному, понял, все. Жестко. Которые приходили за автографом? Не, На ну, прикинь, автограф-сессии? братан, ты идешь, Я Братан, извиняюсь, ты Альберт, идешь? можно получить автограф? А ты не хочешь получить? не-не-не, слушай, Прыщ. никогда, типа, не было ничего необоснованного, знаешь. Да понимаю, Ну, прикинь, ты конечно, блядь, стоишь, человек за автографом подошел. Не-не. Смотри, ты стоишь, к тебе подходит штрих, что ты, Вась, давай сфоткаемся, понял? Ты говоришь, ты типа, ну... А ты ему интеллигентно отвечаешь: я извиняюсь, молодой Я человек. твой рот, извини, пожалуйста. Я извиняюсь, я твой рот. Не, ну, брат, есть типы, которые, понял, короче, вообще не чувствуют чувства такта, понял? Да, есть такая штучка. То есть они ты ж- их они ж, проверяешь братан, через 5, братан, 6, они же 7, не 8. забывают, они ж, ну, просто понимаешь, в чем хуйня? Типа не забывайте, что помимо того, что я знаменитый, я штрих с района. И когда ко мне подходят с какой-то Штучка есть такая. когда, ну, типа, знаешь, я там не Хорошо, а дай стой. Я не оккультуризирован так, что если ко мне подходит незнакомец, я должен указать ему дорогу, понял? Я, типа, сразу на стороже, знаешь, такая. Как надо правильно подкатить, чтобы получить автограф? Смотри. Ну, лайфхак Так, я какой-то. тебе сейчас говорю. Давай. Самый лайфхак Так. это так, как ты хочешь, чтобы подошли к тебе. Ты же хочешь, чтобы тебе подошли: добрый день, Владимир. Я смотрю ваше шоу, оно мне импонирует. Можно, пожалуйста, ваш автограф? Или что ты сам слева сидишь в камере? На жизнь, давай сфоткаемся. Ну, ты понимаешь, ну, у тебя ж такая история, тебя смотришь, как бы думаешь, ну, братанчик, вот, да, и в этом и проблема. И они ж поэтому так и подходят, И думаешь, что ты мой Кен. Так, ну, я ж... Есть много типов, которых я слушаю музыку, и я думаю, что они мои братья, блядь. Но я ж никогда к ним не подхожу. Йоу, пизде, блядь, дядь, Фил пиздец. Киркоров!
Иди Нет, сюда. я тебе про монету. Зайка моя. Просто вот так вот, дядь. Я ж не подхожу к нему. Я априори не чувствую себя звездой. У меня нет такого, что я выше над кем-то. Правильно. Если я буду так мыслить, я стану говноном. Понимаешь? Нет, ты просто уйдешь в Тогда я, небытие. братан, я буду высокомерным и неприятным людям. Я не хочу, я не являюсь своей натурой. Все да. правильно. Да, я осознаю, что там для многих людей я в их глазах выше их. Для многие типы меня уважают или там видят во мне какого-то человека, с которого они хотят брать пример. Но я такой же простой штрих, как и они. Я стараюсь, по крайней мере, таким быть. Я чувствую себя так. Круто. Понимаешь? Поэтому, испытывать там какой-то звездный Нет, слушай, мне вообще на райдер, понял? Но райдер должен соответствовать статусу, понимаешь? Если ты, у тебя будет, я так считаю, если у тебя будет там не тот гонорар, который ты хочешь, не тот райдер, который ты хочешь, то, соответственно, это как так объяснить, понял? Я считаю себя достойным артистом. Достойного гонорара и достойного райдера, понял? Так. Потому что, соответственно, я вылаживаюсь на максимум. И когда что-то не соответствует, это значит, что люди не проявляют уважения, понимаешь, достойного. Слушай, у меня есть Я тебя человечек, услышал. который говорил, что он хочет сделать так, чтобы биток больше не продавался, понял? Чтобы нельзя было купить биток. Я даже знаю, что он тебе говорил. Но хочет сделать так, чтобы биток нельзя было купить. Удачи ему. Это невозможно? Нет, это сделать нельзя. Это нельзя сделать, да? Понятно. Не, я просто поинтересовался. Просто прикол в том, что... Я же не говорю, да что ты мне что он выкупит, понял? Он Нет. сделает это, я просто... Знаешь, в чем прикол? Если ты выкупишь все, то никому не интересен будет биткоин, и ты просто останешься с этим биткоином, знаешь, как... Как бедолага. То есть ты, получается, какой-то злой, глупый гений, да? Да. Не, ну на самом деле история такая, что, ты знаешь, все просто оценивают как бы происходящее в этой всей теме с точки зрения того, понял, там выросло, упало, там что-то стоил 20, там где-то. Здесь же история совсем в другом. Это, знаешь, я очень часто об этом говорю, как бы, но повторюсь еще раз, наверное. У тебя же есть электронная почта? Естественно. Ну вот. Когда-то она тебе не нужна была, а вот сейчас пригодилась. Она мне всегда была нужна. Ну, Зарегистрироваться ВКонтакте. ну да, но я имею в виду, Пасикью. когда-то сильно давно как бы она не нужна была, когда как бы не было еще ВКонтакте. Она мне, если честно, и сейчас не надо. Это только менеджеры сидят, отвечают. Ну, а ты же понимаешь, ты сейчас не зарегистрируешься, ни денег. Через телефон зарегаешься, брат. Ну, а почта же нужна. Нет. Ну, это ты сейчас про букмекерские конторы говоришь. Понятное дело, что надо зарегистрироваться. Лично я никогда не регистрировался ни на одной букмекерской конторе. Я не шпилевой, дядь. Не шпилевой, Я не шпилевой. а автоматы. Автоматы. Ну, шпиль, Ну, типа но там не шпилевой, клубничка, обезьяны. Не, Нет это такой? класс, брат, это хуй. Да, Я люблю. это классно. Я Почему? люблю. Да, потому что виртуально это хуйня, когда ты сидишь, ешь по этой кнопке. Да. Понял? Ты, короче, там представь картина, понял? Ты заходишь с последними 5 гривнами в этот автомат Пикачиро, понял? На дворе 2007 год, и так вот подкуришь эту сигарету, понял? Так, я его рот прикорми, дай, понял? Послушай. Дай. Смотри, реальная история жизни. Значит, у меня на кармане 50 рублей. Познакомился, значит... Это какой год? Да это 2000 лет, короче, 17 назад. 50 гривен у тебя было. Это у тебя Ну, 50. послушай, ну, Это у тебя, получается, ну было... каштан в парке стоил 8. Ну, что за 50 Подожди, гривен? не знаю. Подожди, 50 гривен, это на тот момент было $10. И, короче, значит, я познакомился с мадам, а она такая была там с машиной, ты понял, все дела. У меня 50 рублей, я думаю, что я с ней буду ловить, блядь, на эти. Спасибо. Смотри, я тебе раз... 14, да. Хуй, сетку у тебя ба... Я такие деньги только у папы видел, дядя. Ты чего гонишь? Меня Может, он и видел у тоже. меня... Это ж старый Грушевский. Еще с этим, с кадеиновым этим. Да. Ты чего гонишь, Я, дядя? короче, Я покажу. В то время пачка петарды, сука, 2 гривны стоила. Я ебал за пиротехникой. Откуда, сука, у тебя 50 Теперь гривен смотри, было? короче, Кого как ты ты разжился? Что ты так... Что ты что, кинул, бухгалтер бля? или что? Скажи мне, ты богач?
Он, да. Ты по-любому Пускай богач. будет так. 50 гривен у него было. Он шо, уебался, блядь, дядя? Ну да, Па, у тебя что было делать? на руках больше, чем... Подожди. Больше, чем на долларов Нацбанке. 5. Да, $10. 10 долларов, блядь. Да за 10 долларов Родной, дай люди 2 слова. 15 лет сидели. Дай 2 слова. 2 слова, Ты 2 шо, слова. Я, короче говоря, значит, думаю, этого сильно мало Да для того, чтобы... что ты там уже думаешь? У тебя 50 гривен. Ты Секунду! король, дядь. Ты король. В 2003 году 50 гривен. Ты вот так вот мог подойти, да плюнь кому-то в ебало, рубль кинуть, дядь. Так, на. В ебало вот так рубль. Он бы им вытерся и сказал, спасибо, дядя. Пацаны, я не знаю. Но Такие бабки страшно я было с этими менять. бабками не чувствовал Дядь, себя ты решающим. если вот так вот подходил к бабуле, покупал семечки... послушай ты чё- дальше она историю. Ты сейчас вообще прикольно. Она Ты Послушай. шо? Вась, мусоро... Ну послушай. Уже мусора Ну послушай. звонила. Говорила тебе, стой тут, бежала на цепом на таксофону. Вот так вот. Нас, блядь, Алло, у милиция, нас- тут у нас элита так не оценивала 50 стрих рублей. с 50 гривнами мусора. Полтинников Да ну нахуй. на, я никогда не видел. 3 гривны меня- литр бенза. Я ездил на Бля, соревнования. путевку в Египет за эти бабки можно было Не, купить. не, Ты не. уебался У меня в вообще. 2000... Не, у меня в Mitsubishi 2003 Eclipse, был суточный 30 гривен. Короче, 30 гривен, 27 гривен. вы все 27 гривен было суточные. Рассказываю дальше историю. Впервые в истории этого шоу, благодаря кому-то, Глеб закрыл Ребята, рот. рассказываю дальше эту прекрасную историю. Давай, интересно. Я с этим... Я вижу по тебе. Просто что может быть интереснее? У тебя было 50 гривен, ты уебался. Ты сейчас с того, что было Всё, дальше. Я молчу. Вот. Я молчу, да. Захожу я, а у меня по дороге к Метрецелу игровые автоматы. О, Я думаю, так, у меня, я понимаю, что на 50 рублей на эти ничего не произойдет, как бы. И я решил зайти в игровые автоматы. Вкинул 20-ку, вкинул еще 20-ку. Давно все, 10 рублей осталось, вообще можно и не ехать никуда. Ну, думаю, с горя, короче, значит, и дэшку туда запульну. И вкидываю последние 10 рублей. Были такие, понял, вишенки, 3 семерки, там, 4. Пикачирова называется. Когда какой-то. И мне, короче, выпадают эти, значит, семерки в ряд. И с моей ставкой я выигрываю 5 косарей. 5 косарей! Уебался. 5 косарей, на! 5 косарей в то время было только у тебя и у Кучмы. Это женщина не в игровых автоматах говорит, смотри, ты ж все бабки не заберешь, ты это понимаешь. Я говорю, я понимаю. Она говорит, 500 сразу отлетает. Я как бы без базара, 500 отлетает. У меня 4500. 4500. У меня педали были не очень, и не было мобильного телефона. И я перед свиданием думаю, поеду на радиорынок, куплю. Это было самое... Да, если бы я тогда знал. Это- Если бы я же и Слушай, знал, поехать на аудиорынок, это было с такой котлетой, это было самое глупое решение в 2003 году. ну да, можно было получить. Тебя кинули? Но я не полился. Не хуя. Я купил Моторолу. Такая была какая-то там, ну, короче, свои. Потом я поехал, купил себе В-22-88. кроссовки Nike. Не, я не помню. Ну, там что-то, короче, модный стал страшно. Резко. Да, и поехал на свидание. И за 2 дня... Это все на такси? Понятно. Ни о каком жетоне речь уже не шла. И 2 дня я с ней гулял по всем фешенебельным заведениям в этих кроссовках. Так ты шлифанул или не? Нет. Не? А разведчика? У неё или у себя? А разведчика хоть кинул? Ебать ты лох. Столько бабок уебать Но не я в конце присунул. подумал, не то, что я, а я подумал, знаешь, легко пришли, легко ушли. Братан, а теперь представь себе, 2003 год, там, Харьков, гостиница Харьков Люкс, понял? Ты залетаешь с 10 путанами и просто лучший твой вечер в жизни. Это был Пугачева поет, Киркоров, лучшие кассеты. блядь. литры бензина в канистрах по 3 гривны. Куча каштанов. Куча каштанов. бля. Все каштаны города на За эти бабки можно было завод каштан купить. Сын украинских депутатов задекларировал 23,7 миллиона долларов на криптовалюте Monero. Очень интересная новость, кстати. Давайте. 19-летний депутат Краматорского городского совета Российской
Солод задекларировал 185 тысяч, как это правильно читается, криптовалютчики, XMR, стоимостью 23,7 миллиона долларов. Согласно документам, собственником криптовалюты Солод стал в 14 лет. Ну и все, там Ростислав Солод является сыном депутата Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Натальи Королевской, Юрий Солод. За жизнь. За жизнь. 14 лет. 24 миллиона на жизнь. Они сейчас переименуют не за жизнь, а на жизнь. На жизнь, на жизнь. И самое интересное, что он стал собственником 14 лет этой криптовалюты. Представляете, какой дальновидный парень, да? Смышленый мальчик. Молодец, пацан. Ты знаешь, самое интересное? Намайнил. Знаешь, самое интересное, что вот ты же видишь, не зря не биткоины у них. Они купили специально Monero, потому что там что отследишь и кому потом что-то докажешь. Самая зашифрованная крипта. Да, то есть ты можешь сказать, я купил в 2014 году. Ну, иди доказывай, что типа не в 2014, а в 2000. А типа в 14-м она стоила 3 копейки. Нет, да? типа да. Да. Но это галимая комбинация. Потому что ему нужно будет доказать, что он их купил в 2014, потому что как бы 24 миллиона. он Я не думаю, докажет. там скриншоты есть. Из переписки. Не, на самом деле, как бы самый логичный способ это для вас, уважаемые народные депутаты, если вы хотите, чтобы вообще прям никто не доебался, то нужно покупать кошельки. Недвижимость. Нужно покупать кошельки Недвижимость. криптовалютные, на которых криптовалюта лежит без движения с 2014 года. Нет. Это единственный вариант, при котором вы обоснуете, что вы купили вот Нет. это все за 10 тысяч долларов. Недвижимость на Кума. Лучшая схема, да. У меня есть предложение. Парни говорят на криптоязыке, у них очень много сленга. И ты говоришь на уличном языке, у тебя очень много сленга. Спасибо. Я не понимаю ни то, ни то. Что ты тут делаешь тогда? Пришлось немножко разобраться. У меня есть предложение. Я каждому из вас зачитаю по какому-то словосочетанию или слову Давай. из языка друг друга, а вы предположите, что это может быть, окей? Под ваши аплодисменты. Ну вот, допустим, Мы предположим, что это может быть, а ты предположишь, что это может быть смешно, да? итак, Он уже предположил. Глеб и Вова, как вы думаете, вот что значит на уличном языке чирикать малую? Ну, Шпиленборген, что? Пеленборген. Эленборген. Ну, Баранашвили, Атадранте. Приписюрить еще можно, бля. А ну еще какие есть варианты? Мария Мендеш Сосяо. Вальнуть. Пальнуть малую? Съездить по Копенгаген через Роттердам. Ну, все это... Все Делать, как? Стой, дай сейчас вспомню. Луп-луп. Делать луп-луп. Делать луп-луп? Лупиться, да. Вы Лупиться. лупились, понял, может, так? Не, я никогда не лупился, братан. Дальше, можно? Так, да, Альберт, как ты думаешь, что на криптоязыке значит бросок кобры? Есть такое словосочетание бросок Когда, наверное, кобры. что шкала заскакивает или не? Я не знаю. Даже Это, они не наверное, знают. Но мне советовали очень авторитетные люди из мира криптовалюты. Кто? Имена хоть сюда. То у вас есть предположение, что такое бросок кобры? Да, я тебе сказал. Так это ты вверх-вниз и резко вверх. Это Все бросок правильно, кобры. молодцы. Да, хорошо. Потом типок влил. Что значит? Типок влил. Да, я слушал Это интервью на у каком Альберта, сленге? он очень Типок много говорил, что влил, типок типок влил влил. кого-то. Вот что А, такое? так это есть и в криптомире такой типок влил. Мне кажется, типок влил в Харькове не сильно актуально, брат. Предположить я, конечно, Не, могу. Альберта знает, что это такое. А вот вы можете Типок предположить, что такое влил, типок влил? Ну, типа, какой-то типок влил. Ну, типа... Простудение. Не, наебал, мне кажется. О, Типа, да. вкинул правильно. хуйню какую-то. Не, влил, это слил мусорам. Влил. Все Влил. Ну, как я понял. У нас слил. Ну, не а под. Влил. Правильно? Ну, влил, слил. А типок влил в криптовалюте, это когда ты Это сидел, когда? вот это как ты рассказывал. Купил Сидел, по сидел, 19 и такой- продал по 9. И типок влил. Все. Да. Сопля в криптовалюте что может значить? Сопля. Сопля. Кто знает, брат. Очень правильно, да. Это ты сам на Сопля- тебя был. Да нет, это это очень ты понял, резкое снижение курса. Мне сказали, что сопля значит очень резкое Не сопля, снижение это курса. беда, брат. Это беда. Сопля это когда ребят, у которых потные дрожащие ладошки, для того, чтобы их выбить из позиции, в которой они находятся, вот так вот резко проходят цену вниз, они в панике такие, это продают все, и тут же цена возвращается обратно, и всем там, И всем сопля. до свидания. Мгм. И последнее, мне очень сильно понравилось, вот я вырвал из контекста, но тем не менее, что вот может значить от Альберта слово «жорики»? Жорики. Это Доллары. что-то Это такое доллары 100%. очень Нау- сложно.
Джордж Вашингтон. Жорик, Да нет, это очень это просто. какие-то, мне кажется, типы, какие-то халявщики, что ли. Лохи. Джорданы. Так это ж, да, Джордан. Да, все, спасибо за внимание, ребята. Я почему-то подумал, что это регулировщик. Не, Жорики, да, это... Регулировщик. Так говорят, Жорики, да. Короче, это все можно я, пожалуйста, Давай, пуховик потому что одену? тут А реально то очень что-то холодно. давай. Чуть-чуть погорячился. Ну, Вова, а расскажи про вот эту историю, что ты мне рассказывал, Баунти. Как она работает? компания. Не-не-не. Баг Баунти. Баг Баунти, да. Есть черные хакеры. Так. Они типа лупят... Он расист, понял. Черные хакеры. Лупят всех подряд, как бы, и... Лупят, это ты помнишь, да? Что? Ну да, на бабки, брат, что тут непонятно? Что тут не... Все, по-моему, абсолютно как бы внятно. А есть белые хакеры. Белые хакеры, то есть ты им сразу на сайте у себя режешь, типа, взломаешь что-то, типа, сможешь у меня вот, как-то в мою контору, я тебе скажу спасибо за это, брат. Денег. И они приходят и говорят, типа, у вас там не работает вот это или вот это и так далее. И за каждую, типа, там, ну, если серьезный косяк прям, то нормально, там, если там не серьезный, то чуть поменьше бабок. Слышь, у тебя ногти накрашены? Да. Я показал. Да. Да нет. Так ты посмотри, у него там какие обоснования. Ты Он что? дошел, но Это сумской братвы логотип. Представляешь, как они охуели, когда они увидели у меня на ногтях свой логотип? Так, чтобы Альберта через 6 минут буквально здесь уже не было, мы сейчас заслушаем просто последний, мощный, сочный, внятный братик «Лютая попса», насколько я понимаю. Да. Годится. Поехали! Композиция называется «Звук». Поэтому, кто знает, подпевайте. Я могу быть кем угодно, и сейчас я звук, я. И не надо ничего, кроме свободы, да. Люблю, когда пасы гудят. Дай мне слово, ты не в бите. Поспал над пол и дверь в пяти. Да, я здесь могу быть везде. Это я звук, я вместе с ним. Твоя голова качает, речит, ты чил. Сделай громче, чтобы тебя вылечил. Я киловаттами пронизываю стены. Звук, эти строки будто сюрикены. Звук, захожу через стерео. И ты будто бы стерео. Захожу через стены. Я в этом деле подрываю это место. Ты знаешь, что вибрация это полезно. Не думай, просто подрывай это место. Поджигай фитиль, поджигай фитиль. Подрывай это место. Ты знаешь, что вибрация это полезно. Не думай, просто подрывай это место. Поджигай фитиль, поджигай фитиль. Покажи себя, покажи, просто немедленно действуй. Именно сегодня, сейчас выдавай, тут нет никакого судейства. Пёстрый обмен запила синтезатора, отпиливает все прошлое завтра. Только сегодня, сейчас, это не закат. Мы накружим, мы подрываем это место, мы вне правил, не по манифесту. Майк у меня в руке, я в деле, и динамика, как будто мы на карусели. Звук, пробирающий до нутра, это больше, чем просто транс. В этом звуке горит искра, я в этом деле. Ты знаешь, что вибрация это полезно. Подрывай это место. Поджигай фитиль, поджигай фитиль. Раз, два, три, погнали. Ты знаешь, что вибрация это полезно. Не думай, просто подрывай это место. Поджигай фитиль, поджигай фитиль. Щитбой, Киевстонер!